Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я из одного основного вида теста делаю 8 совершенно разных по вкусу и по виду разновидностей рождественского печенья. А также особенность этого видео в том, что форму всему этому печенью я буду придавать только при помощи кондитерского мешка и разных кондитерских насадок. То есть ничего здесь вырубать вырубками, формочками, раскатывать тесто, ставить его в холодильник. Мы ничего этого не будем делать. Готовится все это предельно просто и самым-самым быстрым способом, который только есть в приготовлении печенья. В последующих видео я планирую показывать и другие виды печенья. Я очень давно живу в Германии. Здесь огромная традиция выпекания рождественского печенья. В немецком языке это называется Plätzchen. Также в немецком языке есть понятие как Plätzchenteller. То есть это блюдо с различными видами рождественского печенья. То есть этих Plätzchen должно быть всегда много, и они должны быть абсолютно все разные. Сейчас я замешиваю сразу основной вид теста. Итак, я их буду замешивать 2 порции. Показываю сейчас ингредиенты на одну порцию. 500 грамм размягченного сливочного масла, 300 грамм сахарной пудры, 2 щепотки соли, 16 грамм ванильного сахара. Все просто перемешиваю, можно сказать, для того, чтобы просто не разлеталась сахарная пудра. Добавляю туда 4 яйца среднего размера комнатной температуры и просеиваю туда 880 грамм муки. Мука у всех очень разная. Возможно, вашей муки понадобится 850 грамм или 860 грамм. Все это очень индивидуально. Если вы знаете, что ваша мука сильная по отношению к другим рецептам, когда вы уже пекли что-то из других рецептов и знаете, что она сильно у вас берется, эта мука. У меня мука совершенно обычная, то есть с обычным совершенно содержанием в ней белка, поэтому я добавляю вот это количество муки. Сразу хочу сказать, что это тесто прекрасно замешивается просто руками. Я здесь показываю для тех, у кого есть ручной миксер. Конечно же, это все можно в планетарном миксере замешивать, но я показываю самый простой элементарный вариант. Тесто я сейчас делю на 7 частей, примерно по 260 грамм. Здесь у меня кондитерская насадка номер 7FT. Я отсаживаю просто вот такие завитки. Буду я их делать слегка с миндалем, один вид, и просто завитки буду делать с сахарной посыпкой. Убираю сейчас я их выпекаться на среднем уровне. Режим вверх-вниз без конвекции примерно на 12-14, может быть, минут. Все это очень индивидуально здесь. Миндаль здесь не будет держаться, но мы его кладем, чтобы он в себе образовал эту форму. Следующий вид Plätzchen делаем. 260 грамм основного теста, 1 столовая ложка корицы и половина столовой ложки приправы для имбирных пряников и 1 столовая ложка молока. Перемешиваю все просто ложкой. Когда получилось вот такое тесто, перекладываю в кондитерский мешок. Кондитерская насадка здесь у меня 8 мм открытая звездочка, то есть абсолютно обычная кондитерская насадка. Делаю вот такие кольца. Очень насыщенный вкус будет у этих колечек с корицей. Такой пряничный рождественский вкус. Они очень хорошо у вас пропекутся. Выпекать я их буду примерно 10 минут, тоже режим вверх-вниз без конвекции при 200 градусах Цельсия. Убираю выпекаться. Все также зависит от вашей духовки. Вот эти обычные у меня печеньки выпеклись, которые без всяких наполнителей. Убираю их пока остывать. И делаю следующий вид печенья. Уже будем делать шоколадный. Опять же 260 грамм основного теста, 1 столовая ложка с горкой какао-порошка и 1 столовую ложку молока. Все это я просто перемешиваю. Получается вот такое густое тесто. Колечки с корицей у меня уже испеклись. Отставляю их в сторону, чтобы они у меня остывали. Насадка кондитерская 1М. Делаю вот такие завитки и вот такие трубочки. Здесь сразу хочу вам сказать, обычный кондитерский мешок, который китайский обычно с иероглифами, которые там с надписями, он не подойдет для этого. Нужны более прочные кондитерские мешки. Это выпекало шоколадное печенье примерно 12 минут, также 200 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Теперь снимаю цедру с 1 лимона. Лимон у меня с пометкой био, то есть он не обработан химикалиями сверху. Если у вас
обработан химикалиями, вам нужно посмотреть в интернете, как его хорошо отмыть от этого, и потом натирать цедру. Выжимаю в это тесто 260 грамм основного теста сок одного лимона. Добавляю туда еще лимонный экстракт сейчас, чтобы пахло это долго, потому что если вы будете просто лимон добавлять, это быстро выветривается. Если вы хотите эти печенья хранить долго, недели 2-3, лучше добавить лимонный экстракт. Он везде продается. Тесто будет более подвижное, чем с шоколадом и с корицей, но это нормально. Насадка у меня здесь просто совершенно обычная, 8 мм, звездочка открытая. Буду делать елочки из этой насадки. Здесь в елочках что самое важное, чтобы не было дырочек между вот этими вашими полосками. Иначе потом печенье может сломаться в этом вот месте, где у вас будет этот пробел. Убираю выпекаться елочки минут на 15 при температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Это в моей духовке. Может быть, в вашей на пару минут побольше или поменьше понадобится. Это все очень индивидуально. 260 грамм основного теста. 1 столовая ложка с горкой фисташковой пасты, 1 капля зеленого фисташкового красителя. Паста фисташковая у меня сладкая, то есть там 35% фисташки у меня в этой пасте. Вот такое тесто получилось. Насадка опять же 7FT. Делаю вот такие вот заготовочки, как примерно для печенья курабье. И обратите внимание, при отсаживании любого вида печенья я кондитерский мешок держу очень близко к самой насадке. Пусть даже тесто находится где-то сзади, иначе у вас мешок будет лопаться. Это очень важно. Убираю выпекаться на 10 минут. Больше здесь не нужно. 260 грамм основного теста, 50 грамм молотого фундука, 30 грамм молока. Все это перемешиваю до однородной массы. И делаю вот такие вот, как кошачьи лапки или тигровые лапки. То есть все, кто как назовет. Они считаются тоже таким популярным видом выпечки у нас в Германии. И убираю их выпекаться примерно на 14-15 минут, 200 градусов, режим вверх-вниз, без конвекции. 260 грамм основного теста, 50 грамм кокосовой стружки, 30 грамм молока. Все перемешиваю. Похож рецепт на предыдущий, но вкус совершенно разный. С кокосом будет абсолютно другой вкус. Отсаживаю насадку. У меня здесь C10. Крупная насадка. Здесь на самом деле насадки можете использовать любые, которые у вас есть, крупные. Это не столь здесь критично. Вот эти кошачьи лапки у меня выпеклись уже. Убираю сейчас выпекаться кокосовое печенье примерно на 15-16 минут. Все зависеть будет от духовки, тоже 200 градусов Цельсия. Елочки у меня выпеклись, остыли. Я растопила в микроволновке 100 грамм белого шоколада. Распределяю все это маленьким таким шпателем. И в кокосовой стружке обваливаю. Печенье получается необыкновенное. Вот это сочетание лимон, кокос, белый шоколад удивительно плавно дополняют друг друга во вкусе этого печенья. Делаю опять же из белого шоколада вот такие украшения, скажем так, на елочку и посыпаю их просто кокосовой стружкой. Кокосовые у меня готовы печеньки. Я дала им, естественно, полностью остыть на противне и начинаю их уже украшать. Растопила кондитерскую глазурь и сейчас посыпаю кокосовой стружкой. Необыкновенно сочные, влажные, благодаря кокосовой стружке получаются вот эти печенья, буквально тающие во рту. Также шоколадные украшаю шоколадной глазурью. Вы можете для всего этого использовать, естественно, темный или молочный шоколад. Все на ваше усмотрение. Просто его нужно будет немножко затемперировать. С глазурью работать гораздо более проще. Все это посыпаю сейчас шоколадно-сахарной посыпкой и убираю на стабилизацию. Здесь, конечно же, это просто пример моего украшения. Вы можете украшать абсолютно чем вам нравятся эти печенья. Сейчас вот эти кошачьи лапки, погрузила их в кондитерскую глазурь, посыпаю обжаренным фундуком. Вкуснейшее фундучное печенье получается. Кольца из корицы также украсила шоколадной глазурью и посыпаю просто сахарными посыпками. Сделала еще одну порцию теста, также на полкило масла. Просто ничего здесь больше не показываю, чтобы не затягивать видео. Оно и так здесь у нас длинное. Насадка просто 8 мм открытой звездочкой. Я думаю, в каждом супермаркете даже она в отделе для выпечки сейчас такая насадка продается.
Делаю из основного вида теста просто такие бутерпlätzchen. Сливочное такое печенье. Шоколадное печенье здесь также отсаживаю с большой насадки. Если вы будете строго придерживаться этих пропорций, которые я даю в видео, все виды печенья прекрасно у вас получатся. Делаю также из насадки 8 мм открытая звездочка, просто вот такие кружочки, чтобы потом сделать такие, как рождественские веночки. Насадка 1М, делаю завитки из фундучного теста. Я здесь уже не показываю, как я делаю тесто, я просто из двойной порции делаю просто другие виды, чтобы они на вид отличались. Убираю выпекаться, также минут на 12, примерно также 200 градусов. Насадка 7FT, делаю вот такие же розеточки, как для курабье, и наполняю их сейчас сливовым повидлом. Сливового повидла понадобится буквально пару столовых ложек, здесь не больше. Необыкновенный вкус у этого вида печенья, это 8-й вид печенья, то есть фундучное тесто используем, но совершенно другой вкус у этого печенья. Абсолютно не похожее на то фундучное печенье, хотя тесто здесь фундучное. Убираю выпекаться сейчас примерно на 12 минут при 200 градусах Цельсия. У меня уже все стабилизировались эти мои печеньки. Вот эти колечки с корицей получаются необыкновенно рассыпчатыми, хрустящими. Они очень хорошо держат форму. Если вы не любите такое количество специй в выпечке, конечно же, вы можете уменьшать все эти специи. Выпеклись также у меня вот эти, скажем так, рождественские курабье. Сейчас я их украшаю ванильной кондитерской глазурью. Вы можете также белый шоколад здесь растапливать. Делается это очень просто и быстро, эти подтеки с кондитерской глазури. Просто важно ее постоянный белый шоколад, если вы будете украшать и кондитерскую глазурь, держать на водяной бане постоянно, чтобы вам удобно было работать. Теперь миндаль креплю также на кондитерскую глазурь, чтобы он держался уже хорошо. Место он себе выпек здесь, этот миндаль, можно так сказать, но он еще не держался хорошо. И украшаю также большие вот эти завитки просто сахарными посыпками. Вот эти кольца, делаю из них такие импровизированные рождественские веночки, украшаю также сахарными посыпками. То есть то, что я показываю в этом видео, это один из самых быстрых, красивых и удачных видов рождественского печенья, которого можно сразу сделать много, из одного вида теста, который, как правило, у всех получается. Главное здесь не бояться работать с кондитерской насадкой. Фисташковую украсила также ванильной кондитерской глазурью и посыпала просто фисташками. Шоколадную украшаю также глазурью, также посыпаю кокосовой стружкой, то есть фантазии в украшении здесь нет предела. И также все это я делаю из кондитерской глазури. Завитки фундучные я также украшаю обжаренным фундуком. Вот это масляное сливочное печенье, то есть бутерпlätzchen, из основного вида теста. Я украшаю различными орехами, также ванильной глазурью здесь и шоколадной. Фантазии здесь нет предела, можно украшать все это с детьми, можно заранее приготовить именно сами печеньки, а с детьми уже украшать. Это всегда очень увлекательный процесс для всей семьи. И вот такие 8 совершенно разных видов по вкусу, я имею в виду печенья, из одного основного теста очень быстро и просто у меня получились. И у этого печенья совершенно разный вид, также внешний. Благодаря рецептуре этого печенья, то есть мы не используем здесь сметану, йогурт, творожные какие-то продукты. Это печенье хранится пару недель прекрасно в темном прохладном месте. Если вы его уберете в такую коробку жестяную для печенья, простелив ее бумагой для выпечки и накрыв крышечкой от этой коробки, прекрасно у вас будет в прохладном месте оно храниться до Рождества. То есть вы можете его сделать заранее и потом уже подарить кому-то. И когда уже соберетесь дарить, тогда можно распаковать в пакетики или там в какие-то коробочки уже подарочные, как я вот здесь вам показываю. То есть они прекрасно держат форму, эти печеньки. Благодаря этой рецептуре они абсолютно не крошатся в упаковке. Они прекрасно вот так вот разламываются. Очень рекомендую попробовать этот способ приготовления печенья рождественского. Всем сердечно желаю очень удачной и успешной предрождественской выпечки. И надеюсь, что это видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.